Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня я вам покажу, как шить очень удобный пояс-кушак широкий с удобным перехватом сзади, вот с таким отверстием, поэтому очень удобно его перекрещивать со стороны спинки. Здесь я буду давать размер вам большой, на талию где-то до 120 сантиметров, пояс длинный, желающие могут его укоротить. Если вам он необходим, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, смотрите видео дальше. Итак, перед вами пояс в разных цветах. Из чего он изготовлен? В моем случае он изготовлен из тафты. Двусторонний, с одной и с другой стороны. Поэтому одна деталь со сгибом вот до этого отверстия. А остальные детали получаются парные. Сюда две детали и сюда две детали. Вот эта длина 40 сантиметров от сгиба, здесь у меня метр. Итого пояс получился 2,80, почти 3 метра. На талию 120 он спокойно садится. А те, у кого талия, например, 90 и меньше, вы можете укорачивать его вот с этой стороны на нужную вам длину. И все. Давайте рассмотрим, из чего можно еще пошить. Пошить можно из кожи, можно пошить из джинса. Вот джинс, например, пожалуйста. Можно пошить из натуральной кожи, можно пошить из искусственной кожи, по вашему желанию. Но любую ткань я вам советую продублировать. Например, воротничковым флизелином. Вот таким. Либо каким-то другим, очень-очень плотным. Начнем с выкройки. Выкройка очень простая. Делаю ее сама по наитию. Сначала чертим вот такой прямоугольник со сторонами 14 на 40. Затем откладываем 9 сантиметров, ставим точку, это ровная часть. И здесь откладываем 5 сантиметров. И эти две точки соединяем плавной линией. Я соединяла с помощью лекала. Вот так. Теперь откладываем поверху 4 сантиметра. И затем приблизительно делим пополам. То есть 20 сантиметров, ставим отметку, опускаемся вниз также на 4 сантиметра, и здесь 4 сантиметра, а здесь 20. Вот. А здесь 5 сантиметров, и ставим точки. Затем под прямым углом обязательно к линии нижней проводим перпендикуляр и соединяем эти точки плавной линией тоже с помощью лекала или от руки. И все. По середине здесь будет сгиб, а на этом участке продолжение пояса, длина которых зависит от вас. В моем случае это метр. Вот. Теперь самое главное, что бы я хотела сказать, что это одна деталь. А таких деталей 4. И я вам покажу, весь процесс пошива и показывать не буду. Он шьется абсолютно так же, как любой пояс, независимо от его формы. Лицо с лицом складывается и внутри обтачивается, и потом через отверстие выворачивается. Отделочная строчка, которую я делаю, это уже по желанию. Вот здесь поверху отделочная строчка. Но вот этот участок, он тоже несложный, но о нем тоже нужно рассказать. Как сделать вот такое отверстие. И вот на этом месте я остановлюсь поподробнее. Значит,
длина, в которой спокойно проходит пояс, это где-то 4 сантиметра. То есть мы отступаем отсюда и отсюда где-то по 0,7 и намечаем себе линию прорези. Покажу я вам на кусочках. Обязательно вырезаем сам пояс, естественно, на сантиметр шире. Это будет припуск на шов. Это деталь основная, а это деталь пояса. Отмечаем место расположения отверстия. И еще хочу сказать, что для правшей отверстие должно быть с левой стороны, для левшей с другой стороны, как вам удобно. Если представить, что это изнанка, тогда с этой стороны будет отверстие. Вот. С чего начинаем? Обязательно продублируем все детали. И отдельно, вот это получается у нас изнанка, мы складываем и стачиваем от разметки до разметки участки. И то же самое делаем с другой стороны. Тоже стачиваем до отметок. Стачиваем. Закрепка в начале, в конце. И здесь тоже нужна закрепка. Я шью контрастными нитками, чтобы было видно. И то же самое делаем с другой стороны. Это у нас изнаночная, это лицевая. Эти участки нужно разутюжить, это обязательно. Нитки обрезаем и швы разутюживаем. Помним, что внутри вот здесь у нас флизелин обязательно. Раскладываем шов на 2 части. Вот так. И разутюживаем. Здесь. И то же самое здесь. Теперь на лицевую сторону мы укладываем лицевую сторону. То есть складываем 2 детали получившиеся. И начиная от шва, можно заколоть, конечно. Я закалывать не буду, это макет. Вот аккуратно на ширину лапки или на то расстояние, которое вы оставляли, мы стачиваем с одной и с другой стороны. Важно, чтобы шов совпал, не было никакого перекоса. Вот что получается. И то же самое мы делаем с этой же стороны, потому что у нас есть отверстие, через которое вывернуть. И теперь все это поворачиваем на лицо. Видите, уже отверстие образовалось, и мы закрепим его с лица. Вот я вывернула на лицо, отстрочила по краям и прострочила одну сторону отверстия. Теперь осталось застрочить только вторую. Мы должны ровненько уложить, так чтобы снизу не вылезла. Я вам советую приметывать. Я постараюсь прострочить сразу, без приметки. Ставим закрепку. И можно усилить, сделать несколько строчек по входу. Тем самым закрепляя от разрыва.
Вот что у нас получилось. Вот здесь немножечко ниточка зацепилась. Вот так. Так выглядит с изнанки. Нужно убрать все нитки. Обязательно все приутюжить. И получится замечательное отверстие для пояса. Шейте, не бойтесь, и у вас обязательно все получится. Я точно знаю. И всем желаю удачи!